столько всего рассказал про технику съемки. Есть один 7-й пункт, который я выделил, самый важный, это так называемый момент истины, или, собственно говоря, то, что пишет вашу историю. Ваша камера пишет вашу историю. Ну, или историю объектов, которые вы хотите запечатлеть. И здесь огромное количество литературы, видео написано по этому поводу. Я для себя выделяю несколько таких важных, ключевых моментов, на которые обращаю всегда внимание. Они у меня написаны во Фликере, в заголовке, они написаны в Инстаграме. Те принципы, которые я стараюсь придерживаться. Есть дуальность, так называемое планирование съемки, или съемка по принципу синхронистичности Карла Юнга, как я говорю. То есть вы не планировать какие-то события, они происходят сами собой. Если вы пытаетесь их планировать, соответственно, какой-то момент вот этой магии, он уходит. И есть у меня, скажем так, способы, как к этому прийти, к этому моменту, к этому чувству момента. Не планировать съемку, а именно получать удивительные фотографии. Дальше второй важный аспект, который мне сейчас сложно достаточно контролировать, это дыхание или спешка. В осознанном состоянии человек может делать действительно чудеса, в том числе и фотографии. Если же вы бегаете, спешите, стреляете как из автомата фотоаппаратом, то рано или поздно вы приходите к такому состоянию, когда вы не можете что-то производить интересное для людей. Это становится таким неким подобным охоте, такой охоте в плохом смысле. Вы стреляете, потом выбираете из того, что убили, что осталось пригодным. Это, наверное, все проходят, кто начинал с цифровой фотографии, я начинал с пленочной фотографии, поэтому я понимаю, что такое подготовка, что такое ценность вообще кадра, когда его можно делать, когда нет. Бывает, все решают секунды. Сейчас вот видите, солнышко выходит, уже стало ярче, и уже цвет поменялся. Ну и третье, самое важное, это наблюдатель и процесс наблюдения. Человек, который держит в руках камеру, он наблюдатель, и камера тоже наблюдатель. Вам нужно найти того наблюдателя, который за всем этим наблюдает. Тогда вы получите те кадры, которые все хотят получить. И которые, когда вы смотрите, говорите, действительно в этом что-то есть. К сожалению, ну, может быть, к счастью, если это превращается в побег за кадрами, вам такого мгновения не уловить. Поэтому я пожелаю всем прийти к этому состоянию. И, соответственно, когда объекты сами будут вас искать, а не вы их, наоборот.